Привет, армия. Военный мир снова потрясен трогательным моментом, который вызвал слезы на глазах и улыбки на губах. Да, речь идет о Чингуке и Тайоне, двух именах, которые, соединяясь, образуют нечто большее, чем просто дружба. Тайкук – пара, которая с момента дебюта BTS породила море домыслов, смеха, слез и тепла в сердцах поклонников. И на этот раз история была не просто слухом, это был эмоциональный момент, доказавший, что их любовь все так же сильна, как и в первый день. Этот момент развернулся в совершенно неожиданной ситуации. Чингук, известный как «Золотой магнит» благодаря своему твердому и уверенному в себе характеру, не смог сдержать эмоций, находясь рядом с Тайоном. Камера четко запечатлела это, глаза Чингука покраснели, голос дрожал, а легкая улыбка пыталась скрыть глубокие чувства. Поклонники, ставшие свидетелями этого момента, не стеснялись выражать свои чувства в социальных сетях. Чингук редко плачет, но если он плакал из-за Тайона, это означало, что их отношения были чем-то большим, чем просто словами. Что бы Тайон ни говорил в тот момент, их зрительный контакт говорил громче любого микрофона в мире, в них была глубина, была любовь. Возникало неоспоримое чувство, что ты мое тихое убежище. С момента их дебюта Чингук и Тайон были известны своей невероятной химией, они как два магнита, притягиваемые друг к другу, даже в комнате, полной людей. И по мнению многих армий, этот момент является напоминанием о том, что их отношения не изменились. Даже после многих лет плотных графиков, давления индустрии развлечений и физической дистанции военной службы, искра остается прежней. У Тайона все еще есть способ заставить Чингука смеяться во весь голос, и у Чингука все еще есть нежность, которую он проявляет только к Тайону. Если мы посмотрим на кадры этого момента, Тайон не просто разговаривает с Чингуком, он прикасается к нему, прикосновение к плечу, прямой зрительный контакт, нежная, искренняя улыбка. Чингук же, напротив, выглядит так, будто только что вспомнил о доме, долгое время блуждая во внешнем мире. Он слегка склоняет голову, делает глубокий вдох, а затем улыбается, вытирая уголки глаз. Специалисты по языку тела даже утверждают, что Тайонг играет важную роль в регуляции эмоций Чингука. Всякий раз, когда Чингук кажется подавленным, Тайонг первым утешает и обнимает его, как эмоционально, так и физически. Для тех, кто следит за BTS с самого начала, этот момент напоминал воспоминания о ранних днях в общежитии. Тогда Чингук был всего лишь застенчивым подростком, только что переехавшим в Сеул, а Тайонг был добрым человеком, который всегда разговаривал с ним, шутил и следил за тем, чтобы этот магнит не чувствовал себя одиноким. История, которой Чингук часто делился на фан-митингах о том, как Тайонг пригласил его на свидание в их первую ночь в общежитии, нахлынула на него, и теперь, годы спустя, это чувство не покидает его. Армии не потребовалось много времени, чтобы наводнить Твиттер, теперь X, хэштегами вроде решетка Тикисреал, решетка Юнга Акцеры Ингобичающего в Тай и решетка Тауак Фервер. Множество смонтированных видео с этим моментом, наложенных на меланхоличную музыку, оставили любого зрителя с переполненными эмоциями. Один фанат написал, можно назвать это дружбой, но этот взгляд, только они вдвоем знают, что он значит. Другой добавил, настоящая любовь никогда не угасает, они – доказательства. Для кого-то это могло быть всего лишь мимолетным взаимодействием между двумя участниками группы, но для армии, особенно поклонников Тая, это стало напоминанием о том, что настоящие отношения нельзя подделывать. То, как Чингук смотрел на Тайна, как Таянг держал Чингука за руку, все это передавало чувство комфорта, безопасности и привязанности, редко встречающиеся на публике. Этот момент также показался небольшим свидетельством того, что за всеми вспышками камер скрывалась заботливая и искренняя связь. Чингук, обычно уверенный в себе на сцене, внезапно показался уязвимым перед Тайонгом, как будто только Тайнгу было позволено видеть эту его сторону. В то же время Тайонг без колебаний продемонстрировал свою защитную сторону, давая понять, что он всегда рядом с Чингуком, сознательно или нет. Многие поклонники заметили, что всякий раз, когда они оказывались в одном кадре, атмосфера менялась. Царила какая-то теплота, словно они находились в личном пространстве, понятном только им двоим. Даже в толпе их взгляды часто встречались, случайно или, возможно, намеренно, создавая неоспоримую связь. Этот момент в очередной раз доказал, что их общая любовь не была простым совпадением. Это было нечто, построенное на годах единения, смеха и секретов, которые они держали в себе.
Более того, он послужил напоминанием солдатам, что любовь, в любой форме, не всегда нужно выражать, чтобы чувствовать. Есть язык, который понимают только два сердца, и в случае с Тайком этот язык звучал с первого дня их встречи. Вот почему, несмотря на течение времени, чувства, которые они излучают, остаются прежними, теплыми, искренними и незаменимыми. Многие отношения, как дружеские, так и любовные, со временем угасают, но Тайонг и Чингук демонстрируют, что есть связи, которые становятся крепче, когда проверяются расстоянием и временем. Слезы Чингука в тот день не были признаком слабости, они были доказательством того, что он все еще чувствовал то же самое, что и много лет назад. Для армии это был не просто момент, это было напоминанием о том, что среди блеска и гламура сцены есть сердца, которые остаются верными одному человеку, и для Таюк, возможно, это был просто очередной день, но для всех нас это было доказательством того, что они все еще любили друг друга так же сильно, как и в тот первый день. После всего, что мы видели сегодня, многозначительный взгляд, неудержимые слезы и язык тела, которые могут понять только два сердца, трудно отрицать, что между Чингуком и Тэем есть что-то настолько глубокое. Для некоторых это всего лишь мимолетное мгновение, но для нас это доказательство того, что есть любовь, которая никогда не угаснет даже после всех этих лет. А теперь, Арми, я хочу спросить вас, верите ли вы, что мы с Тэем все еще так же сильно влюблены, как и в тот первый день? Оставляйте свои ответы в разделе комментариев, потому что это обсуждение только началось. То, что мы увидели сегодня, было необычным моментом. Чингук, человек, известный своей силой, редко проявляющий слабость на публике, внезапно не смог сдержать слез. И причина была такой простой, но глубокой – Тэхён. Этот момент был спонтанным, незапланированным, лишь взгляд в глаза, нежное прикосновение к плечу и теплая улыбка Тэхёна. Но для Чингука это было словно возвращение домой после долгого отсутствия. В этом взгляде была безмятежность, в этой улыбке – уверенность, в этом прикосновении было невысказанное обещание «я все еще здесь, как в наш первый день». Кому-то это может показаться мимолетным взаимодействием двух участников группы, но те из нас, кто следил за их судьбой с самого начала, знают, что это гораздо больше. Им пришлось пережить непростые времена, плотный график, давление со стороны музыкальной индустрии, физическую дистанцию из-за службы в армии и нескончаемый поток слухов. И все же, несмотря на все это, их отношения остаются крепкими. Сегодняшние слезы Чингука – доказательство того, что эти чувства никогда не угасали. Что, несмотря на то, что мир вокруг них изменился, несмотря на то, что время прошло, одно остается неизменным – любовь Тэхёна. Любовь такая же теплая, искренняя и сильная, как в день их первой встречи. Социальные сети взорвались, хэштеги решетка Тайка Акфаревер, решетка Экцрефортая и решетка Лаврлайкардиерни мгновенно стали трендами. Видео с этим моментом, наложенное на меланхоличную музыку, переполнило эмоции тысяч арми. «Им не нужны слова, достаточно одного взгляда», написал один фанат. Другой добавил, настоящая любовь никогда не угасает. Она – доказательство. У Тэхёна всегда есть способ заставить Чингука почувствовать себя в безопасности, и Чингук, сам того не осознавая, всегда показывает свою уязвимую сторону только перед Тэхёном. Именно это делает этот момент таким особенным – честность неподдельных чувств, связь, которую невозможно подделать. Арми, возможно, для посторонних это всего лишь короткий момент, но для нас это напоминание о том, что за всеми огнями сцены и ликованием зрителей скрываются два сердца, которые любят друг друга. И сегодня мы снова видим эту любовь, все ту же, что и в первый день. Итак, после всего, что мы видели, многозначительных взглядов, непролитых слез и ободряющих улыбок, вы все еще сомневаетесь в реальности их отношений. Эта история еще не закончена, и мы все знаем, что будут еще моменты, которые это докажут. Moving borders, now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up for the